Сейчас мы с вами покроем бисквитный торт велюром. Для этого мы покрыли его крем-чизом на масле и поставили в морозилку на час. Сейчас мы приготовим велюр. У нас будет велюр на молочном шоколаде. Нам понадобится какао-масло и молочный шоколад. И сейчас и шоколад, и какао-масло нам надо растопить. Топим мы их раздельно, потому что у них разная температура плавления. И потом нашу общую массу мы потом перемешаем и доведем до 45 градусов. Я иду растапливать в микроволновке какао-масло и отдельно шоколад. Мы растопили шоколад и какао-масло, перемешиваем их. Наша масса должна быть 45 градусов, потому что именно от 45 градусов у нас происходит разрушение кристаллической решетки. Итак, мы выливаем в чашу для краскопульта наш велюр, надеваем мы включаем краскопульт. И начинаем велюрить наш торт. Провелюрили наш торт. Итак, что мы делали? У краскопульта у нас есть здесь, получается, сопло. Это сопло может выдавать больше крупинки или меньше. За счет чего у нас происходит бархатный эффект? За счет того, что у нас теплый велюр соприкасается с ледяной поверхностью, то есть поэтому мы держали торт в морозилке. И при соприкосновении у нас происходят такие крупинки, похожие на бархат. Здесь мы можем регулировать как раз-таки величину наших крупинок, то есть мы ставим самую мелкую, либо буквально один шажочек, чтобы у нас не совсем была прям такая пыль. Здесь также можно полностью закрыть, можно чуть-чуть приоткрыть, чтобы легче шла наша струя. И, собственно, можно поставить горизонтально, можно вертикально. Собственно, вот и все. Также мы, когда распыляем, мы держим неровно, а мы постоянно им двигаем, то есть постоянно, и нажимаем не всегда, мы можем нажимать периодически, чтобы, не дай бог, не прокрасить где-то лишнего. И также сразу вам хочу сказать, что толстый слой велюра приведет к тому, что у нас будут трещины. Поэтому прокрашиваем, буквально он становится уже нужного нам цвета, и мы останавливаемся. Сейчас я еще чуть-чуть сверху здесь прокрашу. Также, если вы в одном месте будете долго держать, то у вас будут не красивые крупинки, а будет стекать жидкость. Поэтому будьте аккуратны, делайте быстро, тоненький слой велюра, и все будет хорошо. Наш торт готов.